Серьезно? Лошадь катается? Я что-то походу не знаю. Единственный недостаток в этой игре, что здесь нет абсолютно настроек звука. Вообще настроек нет. А нет, вру, есть, сорян. Наврал. Серьезно наврал. Сейчас, секунду. Так, мне сейчас, наверное, должно быть лучше слышно. Я, наверное, что-то не понимаю. Ну, то есть то, что у нас... Все тише не получится. Так, секунду. Секунду, я сейчас приостановлю буквально на секунду. Так, ну вроде нормально, вроде работает. Я просто снял ограничение с 60 до 30. Что-то настройка стояла. Ну, по ощущениям вообще эта игра это чисто вот саунд-трек наркомания. Про то, где ты можешь стать абсолютно кем угодно и при этом быть никем. Вот тут кто у нас? Дерево, что ли? Раз. Так, сейчас, секунду. Сейчас меня нормально слышно?
Что там? Где? А вот. Такого. Окей. Так. Пытаюсь понять, что происходит в этой игре. Потому что мне на данный момент это абсолютно непонятно, что вообще в этой игре происходит. Мишка катается. Так. Ого, допустим. Так. Ну, нормально. Лошади самое то. Так. Ну, вообще, все огонь. Бабушка, скушать это успеем. Прыгать она почему-то не умеет. Мне обидно сейчас. Так. О, отлично. Со мной дерево разговаривает. Я всю жизнь этого ждал. Не девушка, так дерево. Так. А, отлично. Так, теперь... Так, ну... Какое-то реально упоранство. Пытаюсь понять, что происходит в этой игре. Так, нет. Реально какая-то мать. А, вот. Так. Какой-то значок. Уже интересно. Так, стоп. Кажется, я... А, вот. Ох, ёпт. Э, Так, окей. Да. О, отлично, лошадка научилась разговаривать. Да! Я всю жизнь это ожидал. С лицом все огонь. Так. Ну вот что-то подобное обезьянке, окей. Отлично. Ой. Отличный диалог, я вам скажу точно. Ну вот тут хотя бы сделали по-нормальному наведение на облака, там хотя бы не сливается курсор. Так. Вот мишка завалился. Нет. Когда я говорил, что нужно играть в это просто пьяным или убитым, я не шутил.
Это что? Что? Так. Так. На самом деле, странное вообще понимание, что в этой игре делать надо, что не надо. Я жду момент, когда я смогу стать автобусом и летать в космосе. Вот что это? Отлично, я разговариваю с камнем. Все оригинальные животного нельзя было найти, только лошадь. Окей, так, я должен найти лошадок. Так, покатили. Ага, ну, видимо, это они. Так, тут, по идее, должно что-то интересное начаться. О. Так, стоп. Что я не понимаю. А, все. Теперь у нас стадо есть. Супер, мне вот это нравится. Мне это нравится. У нас тут огромная армия лошадей. Вот это мне уже, это уже интересно. Просто огромная куча лошадей, которые катятся. Просто безумие какое-то. Это просто прекрасная игра. Так, вот там еще один указатель. Игра полное безумство. Ага, отлично. Значит, так, С убрать, В добавить. Нормас. Массовый перекат лошади. Ну, насколько я знаю, насчет других игр, там, кто в комментах спросил, других более наркоманских игр я пока еще не нашел. Просто эта игра недавно вышла в релиз. Ну, она вызвала наибольший неподдельный, самый большой неподдельный интерес. То есть, как можно делать игру обо всем и ни о чем. При этом, чтобы она была просто здравомыслящей какой-то. В Стиме вообще пишут, что в это играть надо просто под ЛСД. Я ЛСД принимать не и по мне максимум сидр, пиво. Можно еще вина. Вот это уже интересно. Отлично. Теперь я буду листиком. Вот фотолистиком. Травинкой. Да. Так. Э, белкой. Ладно. Я белочка. Я белочка.
кем мне? Это какой-то вот этот новый взгляд на игру, играть травой. Все может быть ничем, отлично. Я играю травой. Я, я понял. Вот я, теперь я камень. Мать. Это интереснее, чем геймплей на арте, пацаны. Просто инфосотка. Так, отлично. Снова трава. Вот. Отлично. Так, секунду. Осталось разобраться, как оно летает. А, во, отлично. Так, стоп, она что, вверх нормально вылетать не умеет? Так, грибы. Давайте. Ух, ёпт. Какой выбор. Цветы, цветы, цветы. Грибочек, лягушка. Блять. Сука. Лягушка топ. Просто лягушка топ. Так, вот что-то за новенькое. Да ёпт. Лягушка не умеет прыгать. Я что-то, наверное, в этой жизни еще не знаю. Так. I find it a little difficult to say what the subject matter of this seminar is going to be, because it's too fundamental to give it a title. I'm going to talk about what there is. Now, the first thing, though, that we have to do is to get our perspectives with some background about the basic ideas which influence our everyday common sense, our fundamental notions about what life is about. Ideas of the world which are built into the very nature of the language we use and of our ideas of logic and of what makes sense altogether. And these basic ideas I call myth, not using the word myth to mean simply something untrue, but to use the word myth in a more powerful sense. A myth is an image in terms of which we try to make sense of the world. Отлично. Что смотреть на мир с стороны травы, это, конечно, что-то новенькое. Так. А, все понятно.
Вот. Вот это геймплей. Так, у нас тут армия деревьев. Все, я обожаю эту игру. Я обожаю эту игру. Я буду деревом. Где арта, пацаны? Посмотреть на мир глазами травы, это, конечно, что-то такое. Так, ну попробуем. Так, ну давайте вот. Отлично. Ничего не понятно, но это здорово. Отлично. Общение деревьев происходит самым поехавшим образом. А, во. Во. Так, так. А, О, там новая аудиозапись. Так. Я ощущаю, как я топлю своих жителей, если я это действительно делаю. Там я вижу, что-то летает. Стоп. Да ёпт. You, as a human being, you grow out of this physical universe in just exactly the same way that an apple grows off an apple tree. So let's say the tree which grows apples is a tree which apples, using apple as a verb. And a world in which human beings arrive is a world that peoples. And so the existence of people is symptomatic of the kind of universe we live in. Just as hair on a head is symptomatic of what's going on in the organism. По-любому не уничтожу. But we have been brought up not to feel that we belong in the world. So our popular speech reflects it. We say, I came into this world. You didn't, you came out of it. We say, face facts. We talk about encounters with reality, as if it was a head-on meeting of completely alien agencies, and the average person has the sensation that he is a somewhat that exists inside a bag of skin, a center of consciousness, which looks out at this thing, and what the hell's it going to do to me? I recognize you. You kind of look like me, and I've seen myself in a mirror, and you look like you might be people. So maybe you're intelligent, maybe you can love too. And perhaps you're all right. Some of you are anyway.
you've got the right color of skin, or you have the right religion, or whatever it is, you're okay. But there are all those people over in Asia, Africa, and they may not really be people. When you want to destroy someone, you always define them as unpeople. Так, если я сейчас правильно понял, я нахожусь на чем-то похожем на Юпитер, где есть жизнь. Или Сатурн. Честно, планетах я не шарю. Так, танцуем. Окей. Что? То есть понять, что нажать-то? Фу. Сейчас. Так. Вот так. Отлично. А теперь мощный поворот. И... Сейчас объединимся. Отлично. То есть вот посредством танца там у нас появляются новые деревья. Супер. Запомнили. Мне ж интересно сейчас стало, если я возьму камни. Камни так же, что рождаться будут. Так. Во. Вот это геймплей. Чувствую себя маусом. Большой камень. И это супер. Так, еще одна запись. Аж интересно. We have this hostility to the external world because of the superstition, the myth, the absolutely unfounded theory that you yourself exist only inside your skin. Now, I want to propose another idea altogether. Billions of years ago, you were a big bang. Now you're a complicated human being. But so we define ourselves as being only that. If you think that you are only inside your skin, you define yourself as one very complicated little curlicue, way out on the edge of that explosion, way out in space and way out in time. And then we cut ourselves off and don't feel that we're still the Big Bang. But you are. Depends how you define yourself. You are actually, if this is the way things started, if there was a Big Bang in the beginning, you're not something that is a result of the Big Bang. You're not something that is a sort of puppet on the end of the process. You are still the process. You are the Big Bang, the original force of the universe coming on as whoever you are.
See, when I meet you, I see not just what you define yourself as, Mr. So-and-so, Miss So-and-so, Mrs. So-and-so. I see every one of you as the primordial energy of the universe coming on at me in this particular way. I know I'm that too. But we've learned to define ourselves as separate from it. Э, Так, посмотрим, что на астероиде у нас. На астероиде есть деревья. Не верьте астрономам, не верьте космонавтам, верьте тому, что вы видите. На астероиде есть деревья. Я познал мир. Просто. Боюсь представить, что будет, если здесь есть человек. What I would call a kind of a basic problem we've got to go through first is to understand that there are no such things as things. That is to say, separate things. That is only a way of talking. If you can understand this, you're going to have no further problems. I once asked a group of high school children, what do you mean by a thing? And first of all, they gave me all sorts of synonyms. They said it's an object, which is simply another word for a thing. It doesn't tell you anything about what you mean by a thing. And finally, a very smart girl who was in the group said a thing is a noun. And she was quite right. A noun isn't a part of nature, it's a part of speech. There are no nouns in the physical world. There are no separate things in the physical world either. See, the physical world is wiggly. The clouds, mountains, trees, people are all wiggly. And only when human beings get working at things, they build buildings in straight lines and try and make out that the world isn't really wiggly. But here are we sitting in this room all built on straight lines, but each one of us is as wiggly as all get out.
Уже что-то интересное, уже какие-то зачатки цивилизации. Отлично. Теперь я палаточка. Палаточка. Что-то наркомания. Наверное, часов 9 закончу. Такой стрим, откровенно говоря, небольшой. Может 10 часов, если получится, погоняю на Лорене в укрепе. Посмотрим, как оно там будет заходить. Now then, when you want to get control of something that wiggles, it's pretty difficult, isn't it? You try and pick up a fish in your hands, and the fish is wiggly and it slips out. What do you do to get hold of the fish? You use a net. And so the net is the basic thing we have for getting hold of the wiggly world. A net is something regular. And I can number the holes in a net. So many holes up, so many holes across. And if I can number these holes, I can count exactly where each wiggle is in terms of a hole in that net. But in order to do that, I've got to break up the wiggle into bits. And I've got to call this a specific bit, and this the next bit of the wiggle, and this the next bit, and this the next bit of the wiggle. And so these bits are things which I mark out in order to talk about the wiggle, in order to measure it, and therefore in order to control it. But in nature, in fact, in the physical world, the wiggle isn't bitted. So the world doesn't come thing. You and I are all as much continuous with the physical universe as a wave is continuous with the ocean. The ocean waves, and the universe peoples. And as the wave, I wave at you and say, you. The world is waving at me with you and saying, hi, I'm here. But the way we feel and sense our existence, being based on a myth that we are made, that we are parts, that we are things, our consciousness has been influenced so that each one of us does not feel that. We feel we have been hypnotized, literally hypnotized, by social convention
into feeling and sensing that we exist only inside our skins, that we are not the original bang, but just something out on the end of it. And therefore we are scared stiff. Because my wave is going to disappear. And I'm going to die. And that would be awful. О, ну, некоторая генерация тут божественна. Ого, вот этот взгляд на мир. You are a fluke. You are a separate event. And you run from the maternity ward to the crematorium, and that's it, baby. Now, why does anybody think that way? There's no reason to, because it isn't even scientific. It's just a myth. And it's invented by people who wanted to feel a certain way. They want to play a certain game. Camus said there is only really one serious philosophical question, which is whether or not to commit suicide. Should you or not commit suicide? This is a good question. Why go on? And you only go on if the game is worth the candle. Now, the universe has been going on for an incredible long time. And so really, a satisfactory theory of the universe has to be one that's worth betting on. That's it seems to me, absolutely elementary common sense. If you make a theory of the universe which isn't worth betting on, why bother? Just commit suicide. But if you want to go on playing the game, you've got to have an optimal theory for playing the game.
Я думаю, на этом все.